Всем привет! Был когда-то герой Дон Кихот. Его придумал испанский писатель Мигель де Сервантес. И именно здесь, в Ла-Манче, где мы сейчас находимся, он увидел своих великанов и бросился на них, хотя на самом деле это были обычные ветряные мельницы. Так вот, вопрос. Это была утопия, безумие или попытка увидеть в мире больше, чем видят остальные? И сегодня мы здесь, в Ла-Манче, приехали для того, чтобы понять, где проходит граница между реальностью и тем, во что мы верили с детства. Поехали! Там, где пыльная тропа уводит к старым крепостям, там доносится рассказ о рыцаре, забытом в книгах. Он не воин, он мечтатель, он хранитель светлых тайн, что искал не лишь победы, а дороги справедливой. Дорога в Ла-Манчу всегда выглядит одинаково, пока ты не начинаешь вглядываться. И вот они, те самые пейзажи, что увидел когда-то Сервантес. Без украшений, без иллюзий. И все же в них есть что-то нереальное. Ну и в начале нашего ролика, как обычно, друзья, поддержите это видео лайком, напишите свой комментарий и подписывайтесь на наш канал. На нашем канале много интересного. А Дон Кихот и шел один, но мир менял своим огнем. Первым городом на нашем пути по Ла-Манче стал Алькасар де Сан-Хуан, место, где оживают истории Дон Кихота. Здесь каждый уголок дышит атмосферой приключений. На главной площади нас встретил сам Дон Кихот и его верный Санчо Панса. Настоящее начало нашего путешествия по следам великого рыцаря. Уютные улочки, старинная архитектура, живые краски города Алькасар де Сан-Хуан не оставляют равнодушным ни одного путешественника. Кто же он на самом деле, Дон Кихот? Безумный рыцарь, о котором написаны легенды, или человек, который умеет видеть мир иначе, замечать то, что скрыто от глаз обычных людей? В книгах. Он не воин, он мечтатель, он хранитель светлых тайн, что искал не лишь победы, а дороги справедливой. А Дон Кихот и шел один, но мир менял своим огнем. Ты знал, кто верит до конца, тот не живет напрасным днем. И Ла-Манче хранит свой путь, где мельницы стоят как стражи, и ветер шепчет людям: смелее будь и знай, что все возможно. И вот они, величественные ветряные мельницы Ла-Манче, которые когда-то встретил Дон Кихот. Они стоят на горизонте, словно сторожа тайны прошлого, и невозможно понять сразу, миф это или реальность. Подходя ближе, начинаешь ощущать их величие и силу. Каждая из них хранит свою историю. И кто знает, что видел Дон Кихот в их крыльях, что вдохновило его на новые подвиги. А Дон Кихот и шел один, но мир менял своим огнем. Ты знал, кто верит до конца, тот не живет напрасным днем. И Ла-Манче хранит твой путь, где мельницы стоят как стражи, и ветер шепчет людям: смелее будь и знай. Мы идем между ними, пытаясь прочувствовать то, что видел великий рыцарь. Ветер развивает нам волосы, и кажется, что сами мельницы шепчут: смотрите внимательнее, за пределами привычного мира скрывается настоящее приключение. И пока мы стоим здесь, среди этих гигантов, возникает мысль: возможно, Дон Кихот был не безумен, а просто первым, кто заметил то, что мы так часто пропускаем. На этом холме Серро де Сан-Антон стоят 4 ветряные мельницы, и это является настоящей визитной карточкой города Алькасар де Сан-Хуан. Их имена знакомы каждому поклоннику Дон Кихота: Росинанте, Фьерабрас, Дульсинеа и Барселона. Раньше в этом районе насчитывалось до 19 ветряных мельниц и 2 водяные, но сегодня сохранились только эти 4 гиганта. 2 из мельниц превращены в музейные пространства. Здесь можно увидеть старинную мельничную технику, узнать, как когда-то измельчали зерно для всей Ла-Манчи. С холма открывается потрясающая панорама региона, золотые поля, линии горизонта, мельницы, будто сторожа легенд Дон Кихота. Стоя здесь, понимаешь, почему эти конструкции вдохновляли поколения и остаются символом силы, традиций и истории Ла-Манчи. Но впечатление просто потрясающее.
Дух захватывает наверху этой горы. Хорошие пейзажи такие, далеко-далеко открывается картина. Сейчас мы поднимемся еще на одну мельницу красивую. Здесь их 4 из 14. Уже ступени такие переломанные. И налет таких эпох чувствуется. Вон она какая огромная. Ух ты, ой. Ветер сдувает с ног. Вот они, красавицы. Вот отсюда и мысли. А просто ли так он бегал и боролся с мельницами? Или в этом кроется какая-то другая скрытая философия? Здесь работает этот музей Молинус де Вьенто. А вообще в этом городе музеи работают, как нам сказал гид в туристическом пункте, с четверга по воскресенье. Здесь вот такая красота. Ух ты! Сервантес написал эту книгу, когда Европа уже прощалась с эпохой рыцарства. В 1605 году он выпустил первого Дон Кихота, историю, которая начиналась как насмешка над старинными рыцарскими романами, но стала книгой о силе мечты и свободе человека. Сервантес знал цену этим мечтам, ведь он был солдатом, потерял руку в битве при Лепанто, пережил алжирский плен, нищету и тюрьму. И именно в тюрьме среди темных стен у него родилась идея о человеке, который видит мир не таким, как он есть, а таким, каким он должен быть. Каждый становится тем, кем делает его жизнь. Иногда она поднимает нас, иногда бросает на землю, но в итоге важно не то, где мы упали, а то, где мы продолжаем идти. Пойдем дальше. Мы снова возвращаемся в Алькасар де Сан-Хуан и готовы открыть для себя самые крутые места этого города. Местный житель, который работает гидом, будет нас ждать и даст супер советы, что обязательно стоит посмотреть, куда зайти и на что обратить внимание. А дальше мы сами отправимся гулять по этому городу, исследуем его интересные места, настоящую атмосферу. Так что приготовьтесь к приключению, интересные уголки, красивые виды, истории, которые не найдешь в путеводителе. Все впереди в этом нашем видео. Ну и в каждом городе можно зайти в офисину де туризма, пообщаться с местной достопримечательностью и взять интересный проспект. По старинным улицам мы отправились в самый центр города Алькасар де Сан-Хуан, где находится знаменитая площадь, которая называется Пласа де Санта-Мария. Пласа де Санта-Мария, она окружена старинными улочками и красивыми зданиями. И именно на этой площади находится церковь Санта-Мария-ла-Майор. Это одна из самых древних церквей в городе. Ее стены хранят следы разных эпох. Но особое внимание на этой площади привлекает памятник Мигелю де Сервантесу, который стоит здесь, напоминая о тесной связи Алькасара с великим писателем. И по традиции именно в этой церкви хранятся свидетельства, связанные с его крещением. La senda polvorienta que conduce a un viejo alcázar.
Дальше мы здесь видим знак, который указывает, что по этой улице проходит знаменитая дорога Дон Кихота. Маршрут, посвященный приключениям великого рыцаря Ла-Манчи. Именно по этим улочкам когда-то гулял воображаемый герой, а сегодня туристы могут следовать его следам. А прямо здесь находится Торреон дель Гран Приор, старинная башня, часть дворцового комплекса ордена Сан-Хуан. Поднявшись на ее террасу, можно увидеть старый город с высоты, почувствовать атмосферу средневековой крепости и представить, как эти стены охраняли город в прошлом. Этот уголок идеально соединяет литературную память и историческое наследие Алькасар де Сан-Хуан. Sancho siempre le decía, Señor, el sueño es ilusión. Mas respondía el caballero, sin soñar no hay dirección. Hoy leemos su camino, que a través del tiempo brilla como un signo de los que avanzan aún con miedo, pero arriba. Oh, Don Quijote, vas sin fin, mas con tu fuego el mundo hondo ardió. Sabías bien quién cree hasta el fin. Ну что ж, погуляв по городу Алькасар де Сан-Хуан, мы покидаем этот город и продолжаем путь по следам Дон Кихота. Впереди нас ждут знаменитые ветряные мельницы Ла-Манчи, символы приключений рыцаря и живописные уголки этого замечательного края Ла-Манча. Мы остановились и решили зайти в старую, какие-то руины старой мельнички. Тоже интересно так. Такие достаточно толстые стены. Да, лестница наверх. Лесенка наверх. В принципе, небольшое помещение. Это поляна великанов, да, Леша? Да, называется поляна великанов. Вот там целая куча мельниц. То есть именно такие мельницы мог видеть Дон Кихот? И он считал, что это чудовище, именно машут руками. Именно это увидел Сервантес. И впечатлился. И описал, но, скорее всего, свое произведение. Это была ассоциация, а у каждого она своя. То есть он впечатлился, он жил, это его земля, здесь называется колыбель Сервантеса. И, конечно же, он вкладывал в это какой-то аллегорический смысл, к которому мы, наверное, подойдем в конце этого нашего ролика. Ну, а вы, каждый, можете сами придумать аллегорию, что это значит, какие-то версии, и писать нам под видео, что в своем произведении хотел сказать Сервантес, и что для вас это значит. Она горела, черная. А что тут могло быть? Где это могло все крепиться? Сверху вот так все крепится. Ну, здесь стоял винт, наверное, а здесь камень какой-нибудь. А это лестница была к механизмам. Здесь мололось все. Да, видишь? А теперь вот такие вот Дон Кихоты на велосипедах спортивных. Такая большая-большая поляна. Такая разная Испания. Мы приехали в Кампо де Криптана, и перед нами открылся тот самый пейзаж, о котором мечтал Дон Кихот. Белые ветряные мельницы на гребне холма взмывают над равниной словно исполины из старинных легенд. Когда-то здесь стояли десятки мельниц, и многие из них работали еще в XVI веке. Сегодня же на холме возвышаются около 10. И именно здесь понимаешь, почему Сервантес сделал эти места сердцем своей легенды. Именно здесь Дон Кихот увидел не мельницы, а великанов и бросился в свой безумный прекрасный бой. Самая известная достопримечательность города – группа ветровых мельниц на окраине, на холме. В свое время, как я говорила, их было намного больше. По документам XVIII века числились 34 мельницы, а сегодня же сохранилось около 10. Часть из них с оригинальной структурой и механизмами, которые можно осмотреть внутри. Эти мельницы именно те гиганты, с которыми по сюжету герой Дон Кихот сражается в знаменитом эпизоде. Благодаря этому городу пейзаж Ла-Манчи стал одним из самых узнаваемых символов испанской классики.
Город Кампо-де-Криптана – обязательная точка на так называемом пути Дон Кихота. Для многих путешественников он символизирует исконную Испанию через пейзажи, архитектуру и легенды. Алексей нашел себе барчик, маленький, с видом на крышу. Бар Мирадор. Отсюда тоже, оказывается, можно смотреть на все эти. А внизу магазинчик. Сейчас зайдем. Ну что, мы показываем не только исторический контент или какой-то такой, но и полезный. А так как полезные у нас еще и цены, мы показываем, что кофе здесь стоит. Кафе и с молоком. Кафе con leche 2 евро. Ну и дульси тоже 2,50, да? Мигелитцы, да. Если покупаете какие-то гастрономические местные товары, сыр или что-то еще, то можно пробовать бесплатно. Бар Тапас, а также есть терраска небольшая. Соответственно, туалет, но все здесь имеется. Туристов, кстати, сейчас очень мало, нам очень комфортно. Можно сделать интересные, красивые сувениры в магазине и доступные по ценам, наверное. С видом вот на такие мельнички. Погода у нас вот такая вот. Мы в куртках, прохладненько, дождя нет. Ну, в общем, классно. Классно. Классно мы ходим по дороге Дон Кихота. Y nadie falle. Ну, а теперь мы заезжаем в город Тобосо, где жила Дульсинея Тобосская, возлюбленная, или как ее можно назвать там, девушка, любимая женщина Дон Кихота. На первый взгляд этот городок кажется спокойным и обычным, но именно отсюда начинается одна из величайших историй мировой литературы. Эль Тобосо – родина Дульсинеи, дамы сердца Дон Кихота. Здесь, по словам Сервантеса, жила скромная крестьянка Альдонсо Лоренцо, которую Дон Кихот в силе своего воображения превратил в идеал благородной дамы Дульсинею дель Тобосо. En el Toboso, a la luz de la luna, creció Aldonza Lorenzo al calor del sol. Entre caminos de polvo y viento, guardaba sueños en su corazón. Y Don Quijote, hidalgo de la Mancha, al verla habló. На главной площади Пласа Хуан Карлос I перед величественной церковью стоит памятник. Дон Кихот на колени перед своей возлюбленной, а Дульсинея смотрит вдаль, олицетворяя любовь, идеалы и мечту. Этот памятник оживляет роман Сервантеса, переносит нас в мир, где смелость, преданность и идеалы важнее всего. Здесь, в Эль-Тобосо, каждый камень улицы, каждая улочка пропитана духом Дон Кихота. Многие испанцы видят в Дон Кихоте символ благородного идеализма, готовности идти против обстоятельств, даже если это кажется безумием. Дон Кихот, окрыленный рыцарскими романами, превращает ее в своем воображении в благородную даму и посвящает ей свои подвиги. Вот видите, этому посвящено все в этом городе. Хотя в книге она почти не появляется, ее образ, символ идеала, который существует лишь в голове главного героя Дон Кихота. Вот она какая красотка в платочке. Обычная деревенская девушка. С босыми ножками. Нет, она в башмачках. Такая стоит скромная и слушает его влюбленного, что он ей там рассказывает. Какая она замечательная. Entendió del todo porque su nombre al viento volaba, pero él mirando el sol de la tarde juró que reina siempre sería amada. Y mientras giran los viejos molinos contra los que
marcha su corazón, grita Don Quijote, Dulcinea mía, eres mi horizonte y salvación. Cuentan que el caballero un día, alzando el alba hacia el horizonte, Pidió que aquella moza sencilla y fuerte fuera Dulcinea. Мы направляемся к дому Дульсинеи, той самой женщины, ради которой Дон Кихот готов был бросить вызов всему миру. Санчо Панса когда-то шел по этим же улицам, ища ее дом, а Дон Кихот ждал в темноте. Сервантес пишет: «Стояла темная ночь, и Дон Кихот, въехав в Тобосо, остановился среди улицы, ожидая, пока Санчо объедет весь город и узнает дом Дульсинеи». Тулочка Дон Кихота, слева его маленький экспонат, разные музеи. Мы в правильном направлении движемся, идем по дороге Дон Кихота. Вот здесь вот есть надпись «Рута де Дон Кихоте», а также Камино де Сантьяго здесь проходит. И впереди мы увидим дом, типичный для Ла-Манчи, внутренний дворик, толстые каменные стены, деревянные балки. И именно такие дома видели Дон Кихот и Санчо, когда ночью искали путь. И поэтому этот дом стал символическим местом памяти, куда люди приходят представить ту самую женщину, которую рыцарь Ла-Манчи превратил в идеал. Вот мы зашли в музей, вход бесплатный. Что могу сказать? Билетики нам дали. Сказали, Дульсинея вышла, сейчас ее нет. Но пройтись можно. Вот, это усадьба 16 века, дом 16 века. И здесь по литературной легенде Сервантес именно вот с владелицей этого дома писал образ Дульсинеи Тобосской. То есть он был впечатлен владелицей этого дома. И люди, как легенду, говорят, что именно она легла в основу написания Дульсинеи. Ну, можно немножко посмотреть. Как кратко скажу, значит, это дом 16 века, принадлежащий Анне Мартинес. Там полное имя ее не помню, но вы можете всегда прочитать. И здесь можно посмотреть как раз утварь, как жили в ту эпоху, что было, где хранили масло, вино. В каждом доме было масло и вино. Двор, здесь много всего интересного, разные утвари. В общем, посмотреть, как жили люди в ту эпоху. Ну, еще раз скажу, что по легенде, это, ну, как бы исторически не подтверждено, но легенда есть такая литературная, что именно владелица этого дома – это прототип той самой Дульсинеи. Но опять скажу, что это просто люди придумали легенду и передавали из уст в уста, что именно вот эта вот женщина, она была, то есть Сервантес был вдохновлен ее образом и положил в основу Дульсинеи. Ну, а так это или нет, знает только один Мигель Сервантес. А мы можем только читать в открытых источниках и передавать, рассказывать вам. Это кухня. Соответственно, можно посмотреть, как все здесь устроено. En el Toboso, a la luz de la luna, creció Aldonza Lorenzo al calor del sol. Entre caminos de polvo y viento, guardaba sueños en su corazón. Y Don Quijote, hidalgo de la Mancha, al verla habló. Ну что ж, дорогие друзья, теперь, когда мы будем читать Дон Кихота, будем читать про Дульсинею, возлюбленную Дон Кихота, будем вспоминать вот этот дворик, домик, где как будто бы она жила. Чем гласит, да, легенда. Вот такой большой двор, работала. Делали они вино, делали оливковое маслице. Жили в таком доме. Сейчас мы еще посмотрим, наверное, на второй этаж поднимемся. Посмотрим там спаленки и так далее. Ну вот как-то так. Mi cielo, mi linda Dulcinea, decía el viento con devoción. Y Sancho, fiel compañero, sonreía.
пройдя по дороге Дон Кихота, стоя у мельниц, понимаешь, герой Сервантеса был не просто литературным образом. Он был отражением каждого, кто ищет свое место в мире. Он показал, что реальность может казаться трудной, но смысл появляется, когда продолжаешь идти вперед. И, может быть, жизнь в Испании – это тоже своя борьба с ветряными мельницами, со страхами, сомнениями, языковым барьером, новым образом жизни. Но чем дольше здесь живешь, тем лучше понимаешь. Главное – не бояться мечтать, даже если вокруг все кажется обычным и кто-то может не понять или даже посмеяться. Важно помнить, свои мечты стоят того, чтобы к ним идти. И в конце остается просто сказать: дорогу осилит идущий. Мечты становятся ближе, когда делаешь шаг вперед. Даже самый маленький. Главное не переставать верить и продолжать идти. Aquella moza sencilla y fuerte fuera Dulcinea. Su dulce nombre